Сегодня мы продолжаем дальше наш путь по острову. Мы проехали его только половину. Да, именно половину нашего пути по этому необычному острову. Острову Вечной Весны. Мы продолжаем движение по северной части острова. По возможности, двигаясь безлюдными и заброшенными дорогами, объезжая туннели и центральные трассы. Видите, мы все объезжаем туннелем. Очередное место, которое невозможно пропустить, это пляж Сейшал, который называют пляж Ямайки, с уникальным вулканическим песком. А он реально вот такой вот, просто как пепел. Пляж в поселке Сейшал считается самым красивым на всей Мадейре. Отсутствие волн за счет волнореза. Скалы покрыты растительностью. Спадающие из них водопады дополняют список его достоинств. Но здесь есть еще одна необычная и интересная вещь. Вот это вот сделаны природные бассейны, потому что там океан специально вот стеной заграждено, чтобы сюда попадала океанская вода. И когда волны, оно ее забивает. И именно эти природные бассейны позволяют купаться тем, кому холодно в океане, так как за счет черного камня температура воды выше и достигает 23 градусов. Вот такой он, натуральный вулканический бассейн. Действительно, и вода такая нормальная, но как-то мне не хочется. Такое распространенное место для фотосессий. Барышни одеваются в белые платья, на черном песке. Инстаграмная молодежь. Ну и моя дочь не стала исключением. Мы также провели сессию. And with that, the 2024 season Вообще просто цыганская страна какая-то. Друзья, ничего не оставляйте в этой стране Без присмотра, давай. без присмотра, потому что просто присоска стояла на машине. Да, окей, может, это моя вина, но, я повторюсь, я проехал не одну страну. Я оставлял на мотоцикле все. А тут и присоска стояла под камеру 360. Ее просто сняли. Теперь у нас камера 360 и без... Только на палочке. Да. Без потерь не бывает, но надеюсь, что фильм получится нормальным. Путешествие по Мадейре можно охарактеризовать, как поется в знаменитой песне Depeche Mode «Enjoy the silence» – «Наслаждаюсь тишиной». Опять же, страна туннелей. Именно за тишиной и красивой необычной природой сюда едут люди. Все эти скалы, торчащие из воды, причудливые деревушки со своими традиционными домиками, воды бескрайнего океана, поражающие своей мощью.
все это очень впечатляет и очень расслабляет. Капец. Что не сделаешь ради контента? Ну? Все твои мысли становятся светлее. Ты погружаешься в другой мир. Мир полного спокойствия. Ты отвлекаешься от всего. Здесь ты забываешь за все. За все, что тебя беспокоит. Все твои мысли становятся светлее. Ты погружаешься в другой мир. Мир полного спокойствия. Мы в очередной раз поднимаемся в горы. Едем. Какой-то лес. Хотя там всего 2 дерева. Но 3. Называется лес. Ну, неправда. Машина едет на первой передаче. И очень узко. Если нам сейчас какая-то машина навстречу, мы ничего не увидим друг друга. Вот тут вот вообще. Да, она еще заросшая кустами. Да. Нашел дорогу. А? Но при всем при этом здесь лежит асфальт. Лес Фанал – это еще одно чудо Мадейры. Это древний лавровый лес, один из последних сохранившихся примеров тропических лесов Европы. И по праву внесен в список всемирного наследия. Вообще, когда здесь тучи, он выглядит очень мистично и впечатляюще. Именно тогда весь этот мистический лес создает сюрреалистическую атмосферу. Сейчас это просто корявые деревья, а когда садится туман, это очень мистическое место. Этот лес с вековыми деревьями стоит посетить, так как он существует только на Мадейре, Азорских и Канарских островах. Это его маленькая часть. Весь лавровый лес занимает 15 тысяч гектаров. И носит название «Заповедник покоя и спокойствия». Попал в деревья. Мой маленький. Живой? Лес мистический все-таки, потому что в нем упал дрон. Но слава богу, что там трава, и это не в скалах, ничего. Дрон выжил. Будем летать дальше. Мы снова едем на побережье. Едем в сторону Порто Монис. Порто-Мониш – когда-то небольшая рыбацкая деревушка, заблокированная в северной части острова. Сейчас это курорт, визитной карточкой которого являются природные бассейны.
Эти бассейны образовывались здесь на протяжении тысячелетий. В результате остывания лавы. И всего 4,50 за двоих. Они имеют естественный вид и обеспечивают постоянный доступ океанской воды. Их облагородили немножко. И там глубина до 2 метров. За счет этого уникального творения природы среднегодовая температура воды в этих бассейнах от 20 до 22 градусов, что позволяет быть открытым круглый год. Вот так когда-то затерянная рыбацкая деревушка, не имеющая дорожного сообщения, превратилась в круглогодичный курорт. Едем на западную часть острова. И мы опять едем одни по какой-то вот непонятной дороге. Двигаясь по западному побережью от порту Мониш до маяка Понта-ду-Парга, мы не смогли пропустить еще одно головокружительное место. Да, уж какая-то дорога такая без отбойников. Мне страшно смотреть. Это канатная дорога Ачадос-да-Крус, которая является самой крутой в Европе. Крутизна склона 98%. А реально это очень стрёмно. Канатная дорога здесь не просто так. Это единственный способ попасть в деревню, расположенную на берегу океана. Автомобильных дорог там нет. Я боюсь, я бы не поехала. Уникальность этой деревни в земле. Она здесь самая плодородная на весь остров. Вот именно для транспортировки продуктов питания и фермерской продукции была построена эта дорога. Камера все не передает, но здесь 600 метров. Слушайте, ну это высота языка тролля. Вид, конечно, потрясающий, но страшно. Мы продолжаем путь по западному побережью. Движемся к самой крайней точке острова – мысу Понта-де-Вижия. И там же находится маяк Понта-ду-Паргу. Тут все. Тут финиш. Вот он, край земли. Там дальше ничего нет. Маяк расположен на высоте 312 метров над уровнем моря и является самым высоким маяком Португалии. Двигаясь в сторону городка Понта-ду-Сол, где у нас уже была запланирована ночевка, мы снова решили ехать старыми дорогами. Тех вот туннелей мы сейчас будем выезжать. А именно дорога ЕР-223, которая до постройки туннеля в 2000 году была единственным сообщением с деревушкой Пал-ду-Мар. Офигеть! Просто офигеть! Ну? Еще один. Уникальная дорога номер 223.
Олдумар – это очень маленькая деревушка в окружении скал. Основной доход – это туризм. На втором месте – бананы, которых здесь очень много. Но о бананах мы еще с вами поговорим. Основной достопримечательностью здесь является водопад, который не входит в путеводители. И это логично. Всю его красоту можно увидеть только с высоты. Или с дороги «Путь королей», которая высечена в скалах, ведущая к вершине водопада, высота которого 300 метров. Также в этой местности очень хорошие волны для серфингистов. Мы также имеем в планах испытать это на себе. И у нас это получилось. Number 2 and 3. All right. А вот где и когда, об этом вы узнаете позже. Не зря говорила вот нам эта женщина в ресторанчике, да, что вот эта южная часть, она более богатая, тут дорогие виллы. Да, действительно, южная часть более развита и густонаселенная. Но весь остров одинаково насыщен красивыми видами с удивительными чудесами природы в сочетании с современностью, которая не портит весь ландшафт. Почти балконная дорога. Только новая. Но выглядит красиво. Примером такого сочетания есть знаменитый Каскада ду Аньос. Водопад ангелов, который находится на старой дороге ЕР-101, по которой мы пытаемся проехать. Проехать сюда можно. Многие оставляют машины возле туннеля. Но это не наш формат. Едем прям. Никаких знаков не было, ничего, что нельзя ехать. Мы едем. Эта часть дороги с туннелями очень часто закрыта. И это неудивительно, так как над ними протекает сразу 3 водопада, которые можно увидеть только с берега. Но только что мы ехали по такой фигне. Просто пипец какой-то, блин. Вот один, второй, и там третий. Не зря эти водопады называются «скрытая жемчужина Мадейры». Ну там же можно ехать. Можно ехать, так. Но это еще не водопад ангелов. Вот к нему мы пытаемся доехать. Я, конечно, большего ожидал от этого водопада с громким названием «Водопад ангелов». Также он имеет и второе название – «Водопад для автомойки». Многие местные для этого сюда и приезжают. Мы не стали исключением. Мы только что это проехали. Это было круто. Ёпсель-мопсель. Чтобы путешествие было насыщенным и ярким, ты не должен ставить себе временные ограничения. Вот так у нас и получается. Но время приближается к вечеру, и нужно думать о ночлеге. Уже по сложившейся традиции мы не стали долго искать отель.
заселились в первый попавшийся. Но за скидку мы не забыли. Хотя это не очень помогло. Цена была выше нашего бюджета. Но жизнь одна, и нужно наслаждаться каждой минутой, каждым мгновением, здесь и сейчас. Вот такой вот релакс. Очередное утро в этом путешествии. Очередное 21 утро. Но нас ждет новый день. Сегодня крайний день нашего пребывания на Мадейре. Возвращаемся сегодня на континент и продолжаем путь дальше. Красный лифт. Весело. Мадейра славится не только своим вином, не только своей природой. Это еще и банановый остров. Вот такие вот очень правильные бананы. И они как раз такие маленькие. Именно бананы здесь приносят немалый доход в казну. Везде кругом одни бананы. Вот любой малейший участок земли сразу саженцы бананов. Здесь есть даже музей бананов. Посмотрим, что там такое. Это уникальный и единственный в мире музей бананов, который доносит всю историю этого плода. affects the size of bunch and conservation. Здесь даже есть небольшой кинотеатр, где в 3D-графике ты можешь увидеть весь процесс роста банана. Первое упоминание о культуре бананов на Мадейре датируется XIV веком. Географическое положение острова, его климат – это то, что нужно бананам. И растут они здесь круглый год. Именно южная часть острова располагает к росту этой культуры. Из интересных вещей, что я узнал, развитие бананового дерева занимает около 12 месяцев. Каждое дерево дает одну гроздь, вес которой около 20 килограмм. Вот его потом вот так срежут, и видишь, Да, там другие пошли. Потом дерево чистится до нуля, и процесс повторяется. Одно банановое дерево плодородит 3 года. На территории этого музея есть еще одно интересное место. Это кафе, в котором подаются блюда из бананов. И есть очень необычное блюдо. Точнее, Ты нам порекомендовал попробовать банановое пиво. Алкоголь? 7%. Вау! Оно прям бананом пахнет. Едем в столицу, потому что скоро на самолет. Потихонечку движемся к финальной точке нашего маршрута. именно 20 километров нам осталось до главного и, по сути, единственного большого города на острове. Держим путь в Фуншал. Именно здесь родился один из лучших футболистов всех времен – Криштиану Рональдо. Вот в его музей мы сейчас и направляемся. Мадейра очень гордится своим уроженцем. В честь него был назван главный аэропорт острова. Также больница, где он родился. Именно та больница, в которой родился Криштиану Рональдо. Значит, все-таки в Фуншале. Прикинь, я только что загуглила и увидела по карте, что мы прям ее проезжаем.
Но при этом сам Криштиану всячески заботится и помогает своей родине. Та же больница была отремонтирована за его деньги. Во времена пандемии он все время провел на Мадейре, в своем 7-этажном доме. Вот там вот дом Криштиану Рональдо. Прикольно. А все его спортивные достижения можно увидеть в музее прямо на набережной. Этот музей был открыт в 2013 году. На церемонии присутствовал знаменитый Пеле. Все свои детские годы Рональдо провел здесь. И в 12 лет переехал в столичный спортинг. Здесь собраны все трофеи, которые он выиграл. Рональдо является 4-кратным обладателем золотой бутсы и 5-кратным обладателем золотого мяча, как лучший игрок мира. Но здесь вот действительно ты ходишь, и тут трофеев просто капец какой-то. Их так много. Слушайте, ну вот здесь я себя чувствую в какой-то Мексике. Но это не Мексика, это Фуншал, столица острова в Португалии. Так мы просто решили прогуляться по центральной части города. Реально такое движение. Старая часть города очень густонаселенная. Но есть маленькие уголки, в которых можно спрятаться в тени. А парки здесь прикольные. К сожалению, у нас не было очень много времени. Нужно было ехать в аэропорт. И еще сдать арендную машину. Ну, здесь без машины никуда. Приехать сюда в одно место и посидеть, ну, как-то не алё. Что сказать моим подписчикам? Ну, извините уж, пожалуйста, что я поехал кататься на машине. Но я хотел вам показать этот остров. Он кайфовый. Сюда стоит приезжать. Добираясь к аэропорту, нам нужно было проехать под взлетной полосой, которая держится на бетонных опорах. Вот в этой компании мы брали машинку. Пока-пока. Что ты, грустненько? Опять возвращаться на мотоцикл без кондиционера. На мотоцикл без кондиционера и летим в Лиссабон. Здесь, конечно, очень развит сервис аренды автомобилей. Это круто. Мадейра – это удивительный остров. Я очень рад, что подписался на эту авантюру. Спасибо моей дочери, которая меня убедила. Хотя я не очень и сопротивлялся. Это место идеально подходит как для любителей природы, спокойного отдыха и для тех, кто ищет приключений. Мадейра, ты крутая. Каких-то 1,5 часа лета, и мы снова в Лиссабоне. И мы снова продолжим путь к краю земли.